меня в Германии нету ничего. У меня, кроме мой паспорт, ничего осталось. Если ты в своей стране уже понимаешь, что ты не свой, а тут ты приезжаешь и ты думаешь, наконец-то я дома. Русские, это не касается национальности, это состояние душа. Я родился в Германии, в прекрасном городе Гамбург. Я познакомился с девушкой в Египте. Она полгода, наверное, жила со мной, но она начинала скучать о Москве, и она сказала, что я хочу домой. Я ей сказал, без вопросов, я еду с тобой. И приехал сюда 2003 год, по-моему. Россия в том момент еще не знал. Я знал, как он выглядит на карте. Я чувствовал себя в Германии не свой. Меня очень сильно раздражало общение с немецким народом и так далее. Не то, что они меня злили или не знаю, но просто чужой. Вот. И я всегда старался искать место или люди, которые меня должен был окружать, которые мне дадут энергию, позитива и так далее. А от своих я это не получил. Русские люди, они честные, они никогда не будут влюбляться тебе в лицо, если им не смешно. Если есть проблема, ты узнаешь об этом. Если все хорошо, ты узнаешь об этом. Они более открытые. Есть такой стих, почему русские не улыбаются. И этот стих на 100% говорит о том, как и на самом деле есть. Почему русские так мало улыбаются? Потому что они чувствуют, они притворяются, льется, дымится, плавится. Почему русские так мало улыбаются? Тут мы говорим о русских людей. Вот. Они красивые, они мощные, они верят, они делают все, что свои вокруг живут как минимум так же хорошо, как ты сам. Такого я никогда не видел до этого. Ни в каком месте, где я был, я видел такого отношения к своим друзьям, к своим родным. Это феномен. Это очень круто. Русский человек верит, он верит, что всегда будет все хорошо. Если твой внутренний настрой позитивный, тебе нужно и вокруг людей, которые поддержат этого позитива. Да? Я всегда топил за честность. Вот. И это, что мне тоже в Германии не хватало. Сейчас я богат не по деньгам, а по опыту. Меня окружает тех людей, которые мне очень близко. Я могу тем заниматься, что я хочу. И это я называю полная свобода. Я не могу сказать, что я знал прям, что такое и кто такой «Ночные волки». Вот. Слушал я это. Вот. А как же? Это первый мотоклуб в России после распада СССР.
И когда-то меня приглашали играть как диджей в ночной клуб, который на территории Ночной Волки. Я очень ждал это приглашение. Я приехал, шел пешком на территории, вот через эти ворота меня уже тряснуло. Вот. Потом зашел в центр на площади и заморозился просто. Я стоял там, как, статуэта, как дурак, наверное, смотрел на это все. И моя подруга была со мной, и я сказал, я отсюда не ухожу никогда больше. Ну и так и было. Когда я купил себе большой мотоцикл снова, я общался, начинал больше общаться с своими будущими братьями. И меня стало очень тепло. Вот. Это то, что в Западе опять не верит. Вот. В русской культуре закреплен братство. Если ты хороший человек, если ты показываешь себя как настоящий брат, они будут тебя называть до конца братом. И такого в Западе нету. У нас основная цель наша в данный момент – это патриотическое воспитание молодежи. Потом у нас есть очень много разных пробеги, связанных с историей. Очень много связано с Второй мировой. Я нас называю защитники истории. Это тоже такая вещь, например, которую Запад вообще никогда не будет понять. Они говорят, ой, эти русские, они живут в прошлом веке. Простите, что у нас мобильники лучше работают за Уралом, чем у них в центре города где-то. У нас все современное, но уважаем историю. Это не значит, что мы живем в истории. Так как у меня есть очень много друзей, знакомых в все разные точки мира, и я всегда готов рассказывать, показывать, общаться. Поэтому меня называют дипломат. И еще на разных языках. Я всегда стараюсь показывать им Россия как на самом деле. Я чувствую себя русским. Если ты в своей стране уже понимаешь, что ты не свой, или ты не среди своих, и начинаешь объездить разные точки и понимаешь, там тоже не то, и там это не то, а тут ты приезжаешь, и все от тебя падает просто. И ты думаешь, наконец-то я дома. И чтобы еще ближе к моему народу станет, я даже 5 лет назад стал православным. Я понял, что меня не хватило вот тот кусок веры, который у русского человека. Русские это не касается национальности, это состояние души. И это мне нужно было пройти и понять, ходя в храм. Я нашел свой путь, и у меня есть свои идеалы, у меня есть свои мечты, как и каждому человеку. Немецкие девушки, они тогда уже были для меня странные. Немецкие женщины, они больше мужчины, чем мужчины сами. А разница здесь, что
они поддерживают свои мужики и делают так, что он себя чувствует мужиком. И вот есть разница, да, это там мужики уже не мужики, они одеваются, как не хочу даже говорить об этом, но а здесь может всегда быть уверен в том, что его жена делает все, что ее муж настоящий мужчина. И такого культура мне больше нравится, чем другого. Мы называем это традиционные ценности. У Запада нет ценностей. Вот. Они потеряли это, типа, ну, в кавичках, «мой Германия» потеряла это после 45-й, когда американцы остались там. В Германии строил свою жизнь, заканчивал школу, университет, зарабатывал хорошо деньги. Вот. Ну, что-то было всегда не то. Можно сказать, что я всегда недоволен был. Я могу сказать только про немцев. Немцы стали очень ленивые люди. Они приезжают из работы, включают телевизор, сидят на диван и все. И пусть это так. И если они в телевизоре видят, что Путин плохой, они говорят, да, Путин плохой. Вот. И у них нету, у них то же самые возможности, как у нас. У нас готовы здесь копать поглубже, узнать побольше. А там вообще у них нету тут силы, желания даже. Вот, поэтому мы с открытым можем сказать, что они зомбифицированы. Я очень горжусь своим сыном. Как ее зовут? Марина Каримовна. Это твоя... Классная руководительница. Он живет у мамы, но, слава богу, рядом. Вот, если... Ну, так как я много работаю, мы с сыном, к сожалению, тоже не часто видим, но как минимум раз в неделю мы увидимся, общаемся, я поддерживаю его сколько я могу, и он должен понять, что у него есть отец, и он в любое время может прийти, позвонить, или мы встречаемся. Здорово, братка. Просто чисто для себя я не люблю готовить. Мы сейчас приготовим очень простой салат, макароны, перец, вареная колбаса, огурцы и горох. Нудель-салат, макаронный салат. В Германии там много мяса едят, и здесь тоже, поэтому не сильно отличается кухня. Так как я простой человек, мне нравятся пельмешки, мне нравится борщ. Не, холодец не мой. Хотя в Германии такой же, тоже есть такой. Вот. Но холодец это не очень мой. А окрошка это не мой. Вот. Я беру окрошка, беру майонез, и у меня есть салат. Дом. Я 16 лет в Красногорске, или 17. Он для меня всегда был красив. Вот. Он всегда зеленый. Они делают много чего-то, что это не испортится. Вот. Меня история Красногорск сам нравится, потому что немецкий плен, половина Красногорск строили. Здесь база антифашистов.
Здесь перевоспитали людей. У меня была возможность не покататься прям по России, но путешествовать. Россия, вот такой большая страна, соединяет столько разных людей, вера. И опять же, Запад не верит что Россия мультинациональная и мультиверующая, и что мы здесь не чужие. Да? Как русского человека говорит, главное, что человек хорош. Вот. И действительно это так. Это если русский, неважно, в Псков или Якутск чувствует, что ты хороший человек, тебя покормят, тебе рассказывают всякие истории. И это здорово. У меня есть один мечта. Я очень мечтаю сжимать руку Путина. Потому что я считаю, он не просто президент, он люди в Западе завидуют России, что у них такой президент. Это настоящий мужик. Я просто хочу сказать ему спасибо. Ну да, конечно, я хочу жить здесь дальше. Я хочу получать гражданство и помогать России стать великим. Россия, я люблю тебя.